Главная тема – переговоры Трампа и Зеленского во Флориде. Много надежд и еще больше неожиданных оценок ситуации от Дональда Трампа. Расскажем все в подробностях. Это один день. Не забудьте подписаться и поставить лайк этому видео. В имении Дональда Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида, прошли переговоры президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Украинский лидер прилетел в США ранним утром из Канады, где накануне встретился с премьер-министром Марком Карни и провел онлайн-встречу с европейскими союзниками. Около 13 часов по местному времени Зеленский прибыл в имение Трампа. Президенту Украины пришлось подождать несколько минут, пока Дональд Трамп появится на пороге, прежде чем кортеж проехал последние несколько метров ко входу. Да, я думаю, что он настроен серьезно. Я думаю, что они оба настроены серьезно. Какое у вас послание Путину? Нужно заключить сделку. Нужно довести это до конца. Слишком много людей погибло. И я думаю, что оба президента хотят договориться. Я в это верю. Вы встретитесь с Путиным снова в ближайшее время? Зависит от обстоятельств. Но я действительно считаю, что у нас есть все предпосылки для сделки. Это хорошо для Украины, хорошо для всех. Это крайне важно. В моей системе ценностей нет ничего важнее. Мы урегулировали 8 войн, и это самое сложное. Это самое сложное, но мы доведем дело до конца. Сегодня у нас будет отличная встреча. Этот человек очень много работал, он очень смелый. И его народ очень смелый. То, через что они прошли, очень редко какая нация вообще сталкивалась с таким. Думаю, сегодня у нас будет очень хорошая встреча. И после нее я снова позвоню президенту Путину. Мы продолжим переговоры. Это довольно сложно, но не настолько уж сложно. Успеете ли вы к дедлайну, к Новому году? У меня нет дедлайнов. Знаете, какой у меня дедлайн? Остановить войну. У нас нет дедлайнов. Тебя это устраивает? Вы готовы сегодня подписать соглашение о безопасности? Это зависит от того, что будет в этом соглашении. Какой глупый вопрос. Никто даже не знает, что именно там будет написано. Но соглашение о безопасности будет. Это будет сильное соглашение. И европейские страны в этом очень активно участвуют. Они будут серьезно вовлечены в защиту и так далее. Европейские страны были действительно великолепны. Они полностью в русле этой встречи и стремления довести сделку до конца. Все они отличные люди. Думаю, так можно сказать. Там нет никого, кто был бы против. Все хотят довести дело до конца, и, по-моему, они очень поддерживают этот процесс. Большое спасибо, господин президент. Спасибо за эту встречу. Наши команды делают все, что могут. И я думаю, что за последний месяц они продвинулись в переговорах и сработали очень хорошо. Они работали над разными документами. И я надеюсь, что все эти документы смогут как можно быстрее приблизить мир. Наши команды делают все, что могут. И я думаю, что за последний месяц они продвинулись в переговорах и сработали очень хорошо. Они работали над разными документами. И я надеюсь, что все эти документы смогут как можно быстрее принести мир. И я согласен с президентом, что европейцы, президент с ними на связи. Возможно, и мы будем с ними на связи. Мы можем созвониться с ними сегодня. Вы готовы пойти на территориальные уступки? Мы должны говорить о плане из 20 пунктов. Кстати, 90% этого плана было сделано нашими двумя командами. Я считаю, что они проделали отличную работу. И да, мы будем обсуждать и эти пункты. Кроме того, для Украины есть большие экономические выгоды, потому что предстоит масштабное восстановление, и там есть большие возможности. У них есть большие ресурсы, потенциально огромные ресурсы. Они хотят начать. И в том, о чем мы говорим, есть серьезная экономическая выгода для Украины. Президент Трамп. Некоторые говорят, что недавние атаки России против Украины показывают, что президент Путин не настроен серьезно на мир. Какова ваша реакция? Нет, он настроен очень серьезно. Я могу сказать, что, на мой взгляд, Украина тоже нанесла несколько очень сильных ударов. И я говорю это не в негативном ключе. Думаю, иногда так и приходится делать. Он мне этого не говорил, но были взрывы в разных частях России. И мне не кажется, что это было из Конго и не из Соединенных Штатов Америки. Возможно, это было из Украины, но я не задавал этот вопрос. Может, и не буду задавать. Они ведут войну. Посмотрим, что будет дальше.
Но я считаю, что это война, в которой есть две готовые стороны. Есть две страны, которые хотят, чтобы она закончилась. Народ Украины хочет окончания войны. Народ России хочет окончания войны, и оба лидера хотят ее окончания. Европа держит замороженные российские активы на миллиарды. Считаете ли вы, что они должны быть переданы Украине для восстановления или возвращены России? Пока ничего не решено, но это будет решено, и довольно быстро. Я думаю, мы находимся на финальной стадии переговоров, и посмотрим. Иначе это будет продолжаться очень долго. Либо это закончится, либо будет тянуться очень долго, и еще миллионы людей погибнут. Миллионы, и никто этого не хочет. Я просто считаю, что мы можем двигаться очень быстро. Я действительно так чувствую. Мы говорили. Я знаю, что у вас был ужин со Стивом. Стив Уиткофф и Джаред проделали фантастическую работу, как и все остальные. Марко был невероятен. Вся наша команда была просто потрясающей. Украина это ценит, и Россия это ценит. Обе стороны хотят, чтобы это закончилось, и мы добьемся этого. Большое спасибо всем. Спасибо. Спасибо большое. Думаю, мы увидимся в конце, но я также считаю, что мы созвонимся с Европой. Я собираюсь поговорить с европейскими лидерами. Спасибо большое. Переговоры Трампа и Зеленского начались за обедом. После короткой паузы для протокольной съемки Дональд Трамп предложил накормить прессу. Вы бы хотели сейчас что-нибудь поесть? Да или нет? Можете говорить? Да, сэр, спасибо, сэр. Марго, выведи его. Скажи шеф-повару, чтобы их накормили. Это, конечно, должно было бы гарантировать хороший сюжет, но не получится, будет только хуже. Президент США Дональд Трамп заявил, что провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с Путиным накануне своей встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Я только что провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным перед моей встречей сегодня в 13:00 с президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча состоится в главном обеденном зале Мар-а-Лаго. Пресса приглашена. Спасибо за внимание к этому вопросу, президент DJT. Помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что телефонный разговор между Путиным и Трампом длился 1 час 15 минут и состоялся по просьбе Трампа. Также он добавил, что Трамп, как и Путин, якобы не поддерживает идею перемирия перед заключением мирного соглашения. А Киеву необходимо принять, цитата, «смелое решение» в русле российско-американских обсуждений по Донбассу. Только что завершился телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Разговор организован по инициативе президента США, который хотел бы обсудить с нашим президентом нынешнюю ситуацию в контексте украинского конфликта и возможности его урегулирования. Он хотел обсудить эти вопросы перед очным контактом проводимым с Зеленским чуть позднее сегодня в Мар-а-Лаго во Флориде. Президенты в начале разговора, продолжавшегося час 15 минут, обменялись теплыми поздравлениями по случаю рождественских и новогодних праздников и, естественно, пожелали счастья народам двух стран. И весь последующий разговор носил такой же дружеский, доброжелательный и деловой характер. Характеризовался взаимной заинтересованностью продвинуться по пути к мирному, долговременному урегулированию украинского конфликта. Дональд Трамп внимательно выслушал российские оценки реальных перспектив выхода на договоренность. Весьма подробные аргументы нашего президента о принципиальной важности и впредь ориентироваться на основополагающие российско-американские понимания, достигнутые в ходе саммита в Анкоридже и многочисленных контактов представителей двух администраций. Главное, что президенты России и США придерживаются в целом аналогичных взглядов на то, что предлагаемый украинцами и европейцами вариант временного прекращения огня под предлогом подготовки к референдуму
или под другими предлогами ведет лишь к затягиванию конфликта и чреват возобновлением боевых действий. Для их окончательного прекращения требуется, прежде всего, конечно, от Киева, смелое, ответственное политическое решение, идущее в русле работы, проводимой по российско-американскому каналу. Это решение, касающееся Донбасса, с учетом складывающейся ситуации на фронтах, украинскому режиму имело бы смысл принять не мешкая. Дональд Трамп настойчиво проводил мысль, что нужно действительно как можно скорее завершить войну, говорил об открывающихся тогда впечатляющих перспективах экономического сотрудничества Соединенных Штатов и с Россией, и с Украиной. Признав, что украинский кризис оказался для него самым трудным, Трамп сказал, что он вновь убедился в стремлении России к политико-дипломатическому регулированию. Именно с учетом этого он намерен выстраивать сегодняшние переговоры с Зеленским. Владимир Путин и Дональд Трамп договорились вновь оперативно переговорить друг с другом по телефону по итогам встречи президента США Мар-а-Лаго с украинской командой сегодня вечером. После примерно 2 часов переговоров Дональд Трамп и Владимир Зеленский подвели итоги встречи на совместном брифинге для прессы. Большое спасибо. У нас была отличная встреча. Мы обсудили множество вопросов. Как вы знаете, у меня был превосходный телефонный разговор с президентом Путиным. Он длился более 2 часов. Мы затронули много пунктов. И, думаю, мы значительно приблизились. Возможно, очень близко. Мы поговорили со всеми этими замечательными лидерами. Все они – выдающиеся лидеры. И после завершения встречи у нас был с ними отличный разговор. Мы посчитали правильным поговорить с ними. Наша встреча была превосходной. Мы охватили, как кто-то сказал бы, 95%. Не знаю, какой процент, но мы добились большого прогресса в прекращении этой войны, безусловно, самой смертоносной со времен Второй мировой и, вероятно, крупнейшей войны со времен Второй мировой. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить президента Трампа за отличную встречу в этом удивительном месте, в его доме в Мар-а-Лаго. У нас были действительно очень хорошие обсуждения по всем темам, и мы ценим прогресс, достигнутый американской и украинской командами в последние недели. Мы обсудили все аспекты мирной рамки. У нас есть серьезные достижения. 20-пунктный мирный план. Согласовано на 90%. Гарантии безопасности США-Украина. Согласованы на 100%. Гарантии безопасности США-Европа-Украина почти согласованы. Военный блок 100% согласован. План процветания на стадии финализации. Мы также обсудили последовательность дальнейших шагов и согласились, что гарантии безопасности – ключевая веха для достижения прочного мира. Наши команды продолжат работу по всем аспектам. Также у нас был совместный продуктивный звонок с европейскими лидерами, как уже сказал президент Трамп, со многими лидерами, включая НАТО и ЕС. Мы договорились, что наши команды встретятся в ближайшие недели, чтобы завершить все обсужденные вопросы. И мы договорились с президентом Трампом, что он примет нас, возможно, в Вашингтоне, европейских лидеров и украинскую делегацию. Да, в январе. Украина готова к миру. И еще раз благодарим президента Трампа за теплый прием и содержательное обсуждение. Спасибо, господин президент. Вопросы есть? Господин президент, вы договорились о так называемой свободной торговой зоне на Донбассе. Как разделять, как провести линию разграничения и кто будет отвечать? Слово «договорились» слишком сильное. Я бы сказал, не договорились, но мы приближаемся к соглашению по этому вопросу. Это большой вопрос. Безусловно, один из ключевых. Он пока не решен, но мы стали гораздо ближе. Очень сложная тема, но, думаю, она будет решена. Да, пожалуйста. Я думаю, можно сказать 95%, но я не люблю проценты. Считаю, что у нас все идет очень хорошо. Мы можем быть очень близко.
Есть один-два крайне болезненных, очень сложных вопроса, но мы продвигаемся отлично. Сегодня мы сделали большой шаг. Но на самом деле прогресс шел весь последний месяц. Это не сделка одного дня. Все очень сложно. Но когда президент говорит 95%, думаю, это может быть близко к 95%. Когда мы говорим о референдуме, мы обсуждали, что это один из ключевых инструментов. Референдум можно провести по любым пунктам этого плана. Я сказал, что мы можем использовать референдум для утверждения плана, а можем и не использовать. Это один из вариантов. Либо голосование парламента по закону, либо референдум. Не принципиально. Если план будет очень сложным для нашего общества, конечно, общество должно сделать выбор и проголосовать. Потому что это их земля. Не земля одного человека, это земля нашей нации на протяжении многих поколений. Господин президент, сегодня утром вы сказали, что не любите дедлайны. Сколько, по-вашему, потребуется времени, чтобы завершить оставшуюся часть? О каких сроках идет речь? Если все пойдет очень хорошо, возможно, несколько недель. Если плохо, дольше. А если совсем плохо, этого не случится. Такое тоже возможно, и это было бы жаль. В разговоре с президентом Путиным вы обсуждали, какую ответственность Россия возьмет на себя в восстановлении Украины после соглашения. Да, обсуждали. Они будут помогать. Россия будет помогать. Россия хочет видеть, как Украина добивается успеха. Звучит немного странно, но я объяснял, что президент Путин был очень щедр в своем отношении к успеху Украины, включая поставки энергии, электричества и других вещей по очень низким ценам. Из этого разговора вышло много хорошего. Но все это прорабатывалось уже 2 недели. Со Стивом, Джаредом, Марко и всеми остальными. Согласилась ли Россия или согласился ли Путин на прекращение огня, чтобы провести референдум? Не на прекращение огня. И это один из пунктов, над которыми мы сейчас работаем. Нет, не прекращение огня. Он считает, что если остановить боевые действия, а потом, возможно, придется начинать снова, а это возможно, он не хочет оказываться в такой ситуации. Я понимаю эту позицию. Президент к этому относится очень серьезно. Но, думаю, мы находим способы обойти этот момент. Я понимаю президента Путина с этой точки зрения. Нужно понимать и другую сторону. А я на стороне мира, на стороне прекращения войны. Он зашел и сказал, какое прекрасное место. Думаю, теперь он больше не хочет ехать в Белый дом. Вот в чем проблема. Я готов поехать в Белый дом. Я знаю, Белый дом — особенное место, как и это. Надеюсь, вам понравилось. Большое спасибо.